как определиться с выбором мужчины? Но на самом деле есть один очень понятный, четкий критерий. Это ваше состояние рядом с мужчиной, ваше состояние в этих отношениях. И из всего многообразия переживаний, которые вы можете чувствовать в отношениях с мужчиной, есть всего лишь 3 типичных состояния. Первое. Это в целом хорошо. Да, есть какие-то дни хуже, есть какие-то конфликты, но в целом хорошо. Второй тип состояния – это в целом плохо. Да, где-то есть красивые моменты, но в целом плохо вам там. И третий вариант – это яркие эмоциональные качели. То супер прекрасно, то ужасно. Для того, чтобы сделать правильный выбор, вы выбираете мужчину, с которым вам в целом хорошо. Все. И вот это в целом хорошо, это на самом деле очень комплексная оценка ваших отношений и того, насколько это подходящий мужчина во всех сферах. Да? Потому что, смотрите, вы можете сказать, вот мне в целом с ним хорошо, но социально он меня не удовлетворяет, он зарабатывает меньше меня, и, например, я могу с ним ходить, мы ходим в рестораны хуже, чем я могла бы ходить сама, да? Но тогда у меня к вам вопрос, если вам в целом хорошо, но очевидно, что ценность вот этих статусных мест, какого-то социального престижа и так далее для вас не на первом месте, иначе вы бы сказали, не-не-не, ну мне это не ок, нет, да? То есть вы бы не могли сказать, что вам в целом хорошо с этим мужчиной. Да, потому что, если для вас социальное важно, а у него нет социального успеха, не может быть в целом хорошо. Да. То же самое касается, например, его включенности в вас, его чувств к вам. Да. Вы можете сказать, вот мне это хорошо, а он, может, меня не любит. Нет. Если вы не чувствуете ответной эмоции от мужчины, достаточного внимания, тепла и так далее, вам не будет с ним хорошо. Понимаете? То же самое касается секса, телесных каких-то, телесной совместимости. Вот это хорошо, понимаете, хорошо ни с чем не перепутаешь, да, как говорят, то есть, вот или хорошо, или нет. Но, и по этому критерию смело можно выбирать, вы никогда не ошибетесь, это будут хорошие отношения. Но, где может быть ловушка? Ловушка может быть в самообмане. Когда вы подгоняете результаты, да, подгоняете свое самочувствие под нужный результат. Да, и говорите, мне в целом хорошо, хотя там ни разу не хорошо. Почему женщины на это идут, девушки? Потому что есть сильный страх пребывания в поиске, пребывания на рынке невест. Да? И женщины говорят, да лучше хоть какой, себе внутри говорят, осознанно или неосознанно, лучше хоть какой, чем опять на какой-нибудь Тиндер или еще куда-то, да, опять искать. И вот здесь может быть серьезная ловушка, это вижу у многих своих клиенток, да, что вот это происходит. И женщина внутри себя где-то сознательно, где-то бессознательно подгоняет эту оценку, хорошо или плохо в этих отношениях, для того, чтобы не соприкасаться с этим ужасом поиска. Но если у вас такая похожая ситуация, я вас разочарую и скажу следующее, что пока вы не научитесь получать удовольствие от флирта и знакомства с мужчинами, вряд ли у вас получится сделать хороший выбор мужчины и построить такие длительные, теплые, классные отношения. Потому что это вещи связанные. Каким образом? Смотрите, еще раз, да, многие девушки, женщины говорят, вот я не люблю искать, я не люблю знакомиться, я уже хочу в отношения, чтобы мы пара, и развиваем отношения. Если смотреть с точки зрения глубинной психологии, такие девушки говорят о том, что я хочу в диадные отношения. То есть есть отношения диадные, есть отношения триадные. Что такое диадные отношения? Это слиятельные отношения, это отношения с мамой. То есть, когда ребеночек рождается, он через какое-то время, да, первые его отношения, они диадные. Он воспринимает, что есть я и не я. То есть весь окружающий мир. Другими словами, мама. Все. В его восприятии, в его психику еще не помещается ничего больше. Да? Есть я и не я. Только двое. Все. И мы таким образом взаимодействуем. И побыв достаточно в этих диадных отношениях, психика постепенно созревает, чтобы перейти в триадные отношения, где есть я, мама, и появляется еще что-то.
папа, другие там родственники, у мамы появляются еще какие-то увлечения, кроме меня, заботы, работа, папа и прочие там мужчины ее. Понимаете, вот и это сильно сложнее, да, тройственные отношения, они сильно сложнее, они требуют от психики большего ресурса и большей зрелости, потому что там сложнее чувства возникают. И когда есть вот такое стремление у девушки, я не хочу знакомиться, я хочу прямо в отношениях. Еще раз, с глубинной психоаналитической позиции это звучит так: я не хочу в триадных этих сложных отношениях, я хочу сразу в диаду, в двоечку, там безопасно. Да? Потому что когда вы на рынке невест, так сказать, вы в триадных отношениях, потому что вы приходите на свидание с мужчиной, у которого очень много еще вариантов, девушек где-то ходит и так далее, которых он тоже может выбирать и с которыми тоже может создавать отношения. Точно так же у вас, да, это такая сложная сеть взаимосвязей, да, а не понятная двоечка, когда только мы с тобой. Вот. И это бессознательно может пугать и бессознательно может вызывать вот такое вот желание, да, ухода обратно в диаду. Но в диаду вернуться невозможно и не нужно. Да, в период влюбленности, да, вот такой яркой эйфории, но в целом, когда вы хотите создать с мужчиной, ну, действительно взрослые классные отношения, то это всегда триадные отношения. Потому что кроме друг друга у вас есть много всего в жизни, в том числе интересных мужчин и женщин, да, на которых вы обращаете внимание и которым у вас просыпается какой-то интерес сексуальный. Да, это, ну, не буквально вы с ними вступаете в отношения, но как какой-то элемент флирта, какой-то элемент влечения, интереса, это должно присутствовать. Да? Поэтому прежде чем выбрать правильно своего мужчину, очень важно научиться получать удовольствие от флирта, от общения с мужчинами, от выбора, от вот этого, да, этапа, когда вы еще не пара. И вот к вопросу о самообмане, да, самообман бывает потому, что не хочется оставаться, да, в этом выборе, не хочется оставаться на рынке невест, выдерживать вот это напряжение, и женщина сама себя обманывает. Если вам нравится этот период, если у вас всегда есть круг мужчин, которым вы интересны, которые хотят с вами отношений, вы не будете себя обманывать, и вы тогда сделаете, конечно же, правильный выбор, просто опираясь на очень понятный, четкий критерий: мне хорошо с ним или нехорошо.